и включились также в YouTube. Если вдруг по какой-то причине вам неудобно в Телеграме, можете подключиться в YouTube-канале нашем. Подскажите, меня слышно, видно ли белый экран? Так. В Telegram пока что белый экран только вижу, и так и а в должно YouTube быть. еще не загрузилась трансляция. Угу. Ага, вот, в YouTube загрузилась. Все, здорово, тогда начинаем. В эфире студия Delays, студия ручного кружева. Я напоминаю, что здесь мы собираемся каждый четверг, рассказываем про то, чем мы занимаемся, рассказываем, какие у нас мастер-классы идут, делимся с вами своим творческим путем, просто вот создаем такое общество, да, где вы можете прийти безвозмездно, бесплатно, задать любые вопросы мастерам, которые присутствуют на данном эфире. Коротко, чем мы занимаемся. Мы преподаем мастер-классы онлайн в технике ирландского кружева, то есть вязание крючком. Мы создаем манекены ручной работы на заказ для мастеров. И, конечно, мы делаем изделия на заказ в этой технике. Наш основной мастер и основатель студии Раиса Демидова. Она также присутствует на каждом нашем эфире. Иногда даже подключается с камеры, но бывает. Ну вот сегодня у нас, например, будет другой мастер, о ней расскажу чуть попозже. Наш куратор и мастер Олеся Трапезникова, она курирует мастер-класс «Жилетка». Мастер-класс «Новичок. Погружение. Сеточки и болеро» курирует мастер и куратор Лариса Дей. И Альбина Буймистер – это куратор и мастер, который курирует сейчас 12-й поток мастер-класса «Жакет». И также мастер Наталья Мизянцева. Света, наш прекрасный администратор. Если у вас будут какие-то вопросы технические или административные, обращайтесь к ней, она обязательно вам поможет. И меня зовут Анжелика, я менеджер и дизайнер нашей студии. Коротко про то, какие у нас есть мастер-классы, к каким мастер-классам можно присоединиться, какие пройти на бесплатной основе. Мы начинаем с мастер-класса «Новичок». Сейчас по градации, по сложности буду рассказывать. Мастер-класс «Новичок», ссылка на него будет в описании к этому видео под YouTube. И также после того, как мы в Телеграме завершим трансляцию, можно будет, все ссылочки также будут оставлены в описании к записи данного эфира. Сейчас этот мастер-класс можно пройти с помощью Telegram-бота. Это очень удобная такая система. Вы подписываетесь, и он вам напоминает про уроки. Вам не нужно постоянно искать вход в личный кабинет, и то есть там такое постепенно будет погружать вас в этот мастер-класс. Мастер-класс «Новичок» — это 15 видеоуроков, 2,5 часа уникального контента. И поверьте, если он для новичков, это не значит, что он супер легкий, как сейчас показала практика. Он достаточно интересный, даже для мастеров, которые уже владеют крючком не первый год. В этот мастер-класс входит общение с куратором, в общение с мастерицами вы можете присоединиться. По длительности этот мастер-класс длится 1 месяц. Можно также зарабатывать вот такие классные монеты и потом в дальнейшем их обменивать на платные мотивы, то есть за счет этих монет. Обязательное условие – это прохождение домашнего задания, то есть сдача домашнего задания по урокам. Но поверьте, по сути вы проходите этот урок, и у вас вот уже готовое задание, вам остается только красиво сфотографировать, чтобы было видно каждую петельку, и куратор, если что, мог вам дать обратную связь. Следующий мастер-класс – это мастер-класс погружения, уже непосредственно в ирландское кружево. 20 уроков можно пройти за 2 месяца не спеша, то есть по 10 уроков в месяц осваивать. Следующий мастер-класс – это болеро. Набор группы у нас произошел 2 недели назад. Это 43 видеоурока. Примерно можно связать данное изделие, осваивая полностью эту технику с нуля за 6 месяцев.
Да, техника ирландского кружева — это кропотливая техника. Мастер-класс «Жакет». У нас в конце апреля будет стартовать марафон на него. Он состоит из 53 уроков, уже такой более сложный. И можно данное изделие с нуля связать за 7 месяцев, осваивая полностью эту технику. Мастер-класс «Жилетка» стартовал у нас совсем недавно. Это такой экспериментальный мастер-класс, то есть на него еще нету изделия, мастера вяжут по эскизу. Как только будет первое изделие готово от наших мастеров в студии, то мы сделаем фотосессию и, конечно, покажем вам. Далее, все наши мастер-классы, они преподаются и доступны на личной платформе. Очень удобная платформа, у каждого мастера свой кабинет, заходите через пароль свой, то есть никто не может в ваш личный кабинет зайти. Там хранятся все ваши мастер-классы по градациям, по мотивам, по урокам, то есть все очень распределено от простого к сложному, довольно-таки удобно. То есть и видеоуроки, и PDF-файлы, если они необходимы, домашнее задание, расписано техническое задание каждому изделию, если она, опять же, есть по эскизу. То есть довольно-таки удобная. Мастер-классы у нас также можно приобрести на отдельные мотивы. У нас есть каталог, ссылочка тоже будет в описании. Там есть абсолютно разные мотивы, даже с самых сложных наших мастер-классов. Но учитывайте, что в розницу мотивы гораздо дороже, нежели если пойти, например, на большой мастер-класс и обучаться полноценно вязать изделия из этих же мотивов. Так будет выгодней. Также мы недавно совсем добавили такую классную функцию, обратите внимание, вот такая кнопочка в нашем телеграм-канале появилась, называется «Новости». Что это значит? Мы понимаем, что довольно-таки много, может быть, телеграм-каналов у вас, или вы можете там забыть про то, что мы ведем прямой эфир по четвергам, или вы не хотите пропустить, например, запуски бесплатных мастер-классов. Вот сейчас марафон стартует, да, а когда именно, когда уроки будут выставлены, а куда подписаться, чтобы уроки получить обязательно, да. То есть, чтобы вот это не пропустить, именно самые-самые важные новости, то есть это касаемо только прямых эфиров и бесплатных мастер-классов, и каких-то супер разовых акций, которые не повторяются, да. Вы можете подписаться на телеграм-бота «Новости». То есть, если вы подписаны на наш канал Delay Studio в Телеграме, кстати, если вы с YouTube смотрите, подписывайтесь, там много интересного, и вы, например, выключили уведомления, чтобы не засорять уведомлениями свой телефон, да, но вы ни в коем случае не хотите пропустить там бесплатные мастер-классы, запуски марафонов или каких-то крупных мастер-классов, то обязательно подпишитесь на бот, и там будет только самое важное. То есть это прям такие новости для вашего удобства сделали. Также следующий мастер-класс — это по мастер-классам сеточки. Ровно неделю назад мы провели презентацию, где рассказали более подробно про каждую сеточку, которая будет изучена. Если коротко, то мастер-класс сеточки, вот есть анонс у нас на YouTube, можете посмотреть там запись этого эфира. Сегодня у нас старт этого мастер-класса, я уже видела, что мастера были добавлены в чат, их приветствовали. Всего будет изучено, получается, 12 сеточек, это второй поток уже. Так, прямые эфиры будут проводить Лариса Дей, куратор и основатель данного мастер-класса. Какие будут сеточки на этом мастер-классе? Это нерегулярная, конечно же, чешуйчатая регулярная, нерегулярная с узелками, регулярная с узелками, тунисская, регулярная с клоунзами, нерегулярная с тунисской, тунисская с нерегулярной, двойная нерегулярная, регулярная трехмодульная, чешуйчатая нерегулярная и двойная тунисская с нерегулярной. И 13-я сеточка, если вы идете как бы на поток, будет подарочная, это будет тунисская с дырочками. Она не продается отдельно в каталоге. Такой вот подарочек. Но, конечно, все эти сеточки, кроме 13-й, можно будет приобрести отдельно в каталоге. Повторюсь, ссылка в описании будет к каталогу. То есть, может быть, вы давно хотели попробовать нерегулярную чешуйчатую сеточку только освоить, или, например,
сеточку с клоунзами попробовать, или там ту же самую нерегулярную сеточку, немножко ее освоить, то можете отдельно приобрести данный урок. Собрали несколько отзывов и вообще результатов мастериц, которые прошли первый поток, они доверились нам. Материал еще не был отснят до конца, мы его монтировали в процессе, то есть у них постепенно добавлялись уроки в процессе создания, отсъема, монтажа, то есть это все такой долгий, кропотливый труд, и сейчас мы, конечно, очень рады видеть, что мастера, которые вот, например, Алла писала, я тоже ее 3 года мучила, это она про нерегулярную сеточку, порой целый день вязала и распускала, а вы показали 3 нюанса, и все пошло. Огромное вам спасибо. Все очень понятно, интересно, теперь будем правильно отрабатывать материал. Приятно всегда, конечно, получать обратную связь, это говорит о том, что наша работа была проделана правильно. То есть, пройдя данный мастер-класс, вы избавляетесь от страха перед сеточками, особенно нерегулярные, и, конечно, учитесь вязать различные виды этих сеточек. Программа мастер-класса, сайт мы оставим также в описании к этому видео, можно будет с ней познакомиться, изучить. Там есть и видеообзор, и можно также посмотреть прямой эфир с Ларисой. В прошлую неделю мы его провели 11 апреля. Также ознакомиться со всеми тарифами на этот мастер-класс. Напоминаю, это 2-й поток, он только-только стартовал сегодня, еще можно к нему присоединиться. Обучение будет 3 месяца, то есть 3 месяца это поддержка от куратора, прямые эфиры. Ну и вы остаетесь в этой группе, если будут желающие, мы сделаем набор 3-го потока, я еще не знаю, когда это будет, но вы в любом случае вы остаетесь в этой группе, и вам будут доступны и следующие эфиры, которые будут происходить в этой группе, и вы всегда можете задавать вопросы. Сегодня наш прямой эфир посвящен нюансам вязания на заказ. Я немножко расскажу такую предысторию. В 2020 году, 2 апреля, мы стартовали с нашим первым мастер-классом жакетом. Мы на тот момент вообще не знали, как создавать мастер-класс в онлайн-формате, то есть это снимать видео, озвучивать, монтировать, как-то вот передавать свои навыки и знания. Чтобы вы понимали, до этого наш главный мастер Раиса Петровна, основатель студии, она так же, как, возможно, большинство из вас, вязала для себя, с любовью, для своих близких, вязала также и на заказ, то есть это были какие-то клиенты, которые находились по сарафанному какому-то радио, то есть не было в глобальном смысле выстроено там чего-то там большой команды, то есть это вот было с любовью как-то вот для себя, да, и начиналось это, можно сказать, с хобби. И она связала данный жакет довольно-таки быстро. И так получилось, что мы, когда уже участвовали на выставках разных, очень много мастериц, которые приходили на данные выставки, обращали внимание даже не на платья вязаные, даже не на свадебное платье, а именно на жакет, потому что они могли себя представить в данном жакете, и что он вязался, ну, как им показалось, довольно-таки просто, и мы решили, что первым нашим мастер-классом будет именно жакет. Впоследствии у нас уже появились все остальные, то есть и болеро, это было как бы такая побочная история, когда там я вышла в прямом эфире в болеро, мастерицы его увидели, попросили сделать этот мастер-класс, и в итоге там через год мы начали его делать, потом уже появилось и новичок, и погружение, то есть это такое постепенно по цепочке они добавлялись в последние 4 года. Но вот все начиналось именно с этого мастер-класса, сейчас уже более 100 мастериц, которые прошли данный мастер-класс, более 100 изделий связанных, то есть готовых жакетов. Мы проводили фотосессию. То есть некоторые мастерицы даже окупали это, просто заказывая. То есть, например, я помню, в Германии был такой случай. Мастерица не хотела себе этот жакет, но она нашла клиента, которому она свяжет данный жакет. Клиент ей оплатила и мастер-классы, и манекен, и таким образом она не только научилась, но еще и получила манекен, который с ней потом остался, и начала, по сути, окупила себе полностью и начала этим увлекаться уже, да, далее.
Сегодняшний куратор, который к нам присоединится, да, чуть позже, это Альбина Буймистер. Она также проходила данный мастер-класс. Присоединилась она к нам, насколько я помню, в 3-м потоке. Это был август 2020 года. Могу ошибаться, если что, Альбина потом поправит меня. Альбина связала свой жакет, провела восхитительную фотосессию. Ее, кстати, жакет участвовал и в нашей фотосессии, то есть он был в нашем городе, она присылала нам его, мы его сняли профессионально с фотографом, моделью. Это восхитительная работа, очень изящное кружево, крючок, я так понимаю, был меньше, чем был изначально, вообще все мастерицы брали, по-моему, это ниточки даже не пеликан были, а более тонкие ниточки. Конечно, за счет этого он получился еще более таким изящным. История. По-моему, в конце прошлого года мы стали активно рекламировать нашу студию. То есть мы стали выставлять рекламу в других пабликах, также в телеграм-каналах. Возможно, кто-то из вас присоединился в тот период к нам. И мы стали также рассказывать про наших мастериц, то есть показывать их готовые изделия, что они создали, что они сделали, да, за то время, что мы преподаем эти мастер-классы. И мы также поделились успехами Альбины. И после того, как в одной очень популярной большой группе была опубликована реклама с ней, то есть о ее таланте, о том, что она завершила данный жакет, то есть именно те фотографии, которые вы сейчас видели, были опубликованы, она получила сообщение в директ, получается, с телеграммы, ей написал клиент и заказала у нее этот самый жакет. Это фотография мотивов, где ниточки еще не заправлены. Сейчас уже ниточки все заправлены, мотивы обработаны, да, влажной тепловой обработкой и готовы к выкладке. Я думаю, что сейчас Альбина нам подробнее расскажет вообще, как... Правда, неправда, может, я что-то путаю, как появился заказ на этот жакет, и мы сегодня обсудим именно тему нюансов вязания на заказ. Я думаю, что это будет очень полезно и актуально для многих из вас. Так, я сейчас закрываю презентацию. Угу. Альбина, если, кстати, сможете включить камеру, будет вообще восхитительно. Если нет, ну ладно, нет. Так, понятно, так. Альбина, расскажите, пожалуйста. Так, я не вижу. Возможно, так, она, возможно, вышла сейчас. Думаю, зайдет. Ну, я думаю, что всем... Альбина, здравствуйте. Здравствуйте, я прошу прощения, у меня сегодня после обеда начались неполадки с интернетом, он внезапно отключается, поэтому если я исчезну куда-то, то появлюсь через какое-то время. Уж извиняйте, это не от меня зависит. Я рада приветствовать всех, Анжелика и все остальные, все присутствующие. Очень волнительно, очень приятно находиться среди вас. Поэтому я вся во внимании, я очень внимательно слушала, что вы говорили. Да, действительно, после публикации моего жакета в телеграм-канале эта группа «Ручки вяжут», буквально к вечеру мне приходит сообщение в том же телеграм-канале от неизвестной Елены. Ну, вы знаете, сколько у нас сейчас идет рассылок и по поводу работы, и по поводу кредитов и так далее. Я всегда настороженно к этому отношусь. Сообщение содержало 2 слова. «Добрый день». Я подумала, человек вежливый, думаю, надо отвечать. Добрый день, а сама жду какого-то подвоха. И тут вопрос в лоб. На заказ вяжете?
Ну, подумав немного, говорю, вяжу. Причем уверенно отвечаю. Вяжу. Хотя в стиле ирландского кружева на заказ я не вязала. Я вообще, кто вот знает мою предысторию, я освоила крючок 8 лет назад. И ирландским кружевом занимаюсь с 2020 года, вот буквально когда пришла на третий поток на мастер-класс жакет. Поэтому опыта вязания на заказ именно ирландского кружева у меня, конечно же, нет. Но отвечаю, что вяжу. Ну, женщина пишет, что увидела мой жакет, очень хочет такой же. Ну, начали обговаривать. Причем я немножко вязала просто обычным крючком вещи на заказ раньше, но вязала в основном своим знакомым. На заказ, но знакомым. Поэтому вот эти нюансы, которые нужно обговорить сразу же, как-то я их уже себе наметила. То есть они мне были знакомы. В принципе, здесь ничего такого нового не было. Но перед этим немножко, конечно, я спросила, поинтересовалась, кто такая эта Елена. Оказалось, что это женщина из Белгородской области, родом она из Донецка. В 2014 году она переехала из Донецка к маме в Белгородскую область. Где работает, не знаю, я не спрашивала. Вот. И сразу же она мне пишет, что нужно для того, чтобы начать работу. Я отвечаю, что, во-первых, надо выбрать пряжу, надо обговорить все нюансы, которые связаны с вязанием. И потом уже она, ну, первый вопрос, вот после этого первый вопрос, конечно же, был вопрос о стоимости. Стоимость – это тот вопрос, который вы должны озвучить первым, потому что это самое важное, что играет роль в продолжении вашего, так скажем, ваших отношений. Если заказчика не устраивает стоимость, то кто-то пытается торговаться, да? Кто-то отказывается. Ну, зачем разговаривать на какие-то другие темы, если не устраивает стоимость? Вот. Кроме того, я узнала, что эта женщина, она сама вяжет крючком, но когда-то давно в школе она вязала салфеточки. То есть она не понаслышке знает, что такое крючок, и она мало-мальски имеет представление, насколько трудоемкая эта работа. То есть вот этот фактор как-то меня подвиг именно к определению стоимости. Сказать, сколько, она меня спрашивает, сколько стоит, а я сижу и думаю, а сколько же оно стоит? Вспомнила, когда у нас в эфире, в чате обговаривали это дело, вспомнили тот момент, когда женщине, нашему мастеру, предложили 200 тысяч, да, за жакет в парке. Вот, вспомнила Надежду, которая продала в Италии свой жакет за 3500 евро. Вот. Ну, я называю сумму определенную. А сама у меня в голове работает счетчик, и думаю, хотя бы отказалась. Вот была такая мысль. Женщина, подумав, отвечает, я согласна. Я говорю, значит, переходим дальше. Следующий вопрос. Ну и я объяснила ей, что мне нужна пряжа, мне нужно то, делать расходные какие-то материалы, мы должны определиться с вами вместе с пряжей. Причем вот определение пряжи
я хочу здесь немножко глубже остановиться. Когда заказчик далеко и монитор не всегда телефона передает цвет пряжи, то лучше всего сделать как? Сесть за компьютер обоим, взять определенный сайт, допустим, тот же Ростов, магазин рукоделия интернет, и выбрать именно тот цвет пряжи, ту пряжу, которая понравится и заказчику, и я буду знать точно, какой цвет. Тут, если уже с цветом как-то какие-то погрешности будут, то здесь ответственность уже переходит на самого заказчика. То есть вы себя этим обезопасите. Вот. У меня этого нюанса не было. У нас была выбрана, она хотела белый, только белый. Значит, определяемся с размерами, я ей пишу, что какие мерки мне нужны, что их должен снять специалист, чтобы она мне их прислала и так далее и тому подобное. То есть все вот эти вот нюансы, все это обговаривается сразу, чтобы не было, во-первых, чтобы вы чувствовали себя увереннее, и чтобы на вас не падал вот этот негатив, который возможен. А вот, например, сроки. Вы обговаривали с ней, она понимала, что это долго вяжется данное изделие? Сроки мы тоже обговаривали. Допустим, я свой жакет связала в рамках мастер-класса около 10 месяцев, но я понимала, что я могла бы вязать и быстрее, потому что уроки довольно порционно, и я определила себе срок 4 месяца. В силу своих возможностей, в силу там каких-то других дел, я поставила срок 4 месяца. Почему я говорю сейчас о 4 месяцах? Это будет чуть-чуть позже, когда мы перейдем к вопросу о расчете стоимости. Я сейчас не буду забегать вперед. Вот. Мы обговорились с ним сроки, но это было где-то конец ноября. Я говорю, к лету свяжем. Она, в принципе, согласилась со мной. Потом на закуску я ей выдаю. Я говорю, есть еще один нюанс. Мне нужны финансы для приобретения пряжи и так далее и тому подобное. Мне нужна предоплата. Я называю ей предоплату. Я взяла небольшую предоплату. Я посчитала пряжу, я посчитала там какие-то минимальные расходы и округлила, и сказала 5000 предоплаты. Без проблем. Я говорю, но если в случае того, что вы отказываетесь от заказа, предоплата вам не возвращается. Она на это тоже соглашается. То есть у меня клиент такой попал, она на все была согласна. Поэтому я, не знаю, мне, наверное, в этом смысле повезло. Вот, поэтому никаких таких вот нюансов, каких-то... У нас очень доброжелательные отношения. Это тоже играет большую роль в процессе, когда вы вяжете. Раз вы дали согласие, значит, вы заинтересованы в этом заказе. И если вы процесс длительный, и если вы не будете клиента подогревать в это время, у него может как бы снизится тот уровень интереса, или же вообще он придет. Чтобы этого не произошло, конечно, в процессе работы я ей регулярно присылаю фотографии. Делаю красивые фотографии. Я вот связала такой элемент, я такой элемент связала. Она восхищается, она говорит.
мне что-то, какие-то там слова. Дошло до того, что она мне теперь каждое утро присылает открытки с добрым утром. Поэтому у нас очень хорошие отношения на данный момент. Вот, и ждем, так скажем, заказы. Это вот то, что надо обговаривать. Все это надо говорить заранее, чтобы, а я опять же говорю, чтобы обезопасить именно себя. Мы не знаем заказчика, заказчик не знает нас. Мы доверяемся, вернее, он нам доверяется, но и мы должны доверять ему. Поэтому по-другому никак не получается, кроме как с такими хорошими отношениями, только вязать. И работа от этого, конечно, выигрывает. Ну что, Анжелика, там... Просто я когда микрофон включаю, звук немножко хуже становится. Ну ладно, надеюсь. Вот еще вопрос. У нас есть два вопроса от подписчиков. Один был заранее, вот один еще сейчас пришел. Первый вопрос. Мы берем предоплату за вязание примерно сколько процентов от стоимости всего заказа? Допустим, 50%, чтобы как-то обезопасить себя в случае отказа за заказ, ведь разные бывают причины, но это крайний случай, конечно. Вот предоплату, я понимаю, что вы взяли небольшую, но вот сейчас, уже там, имея опыт, какой бы вы брали, ну, может, процентную составляющую? Конечно, 50% я бы не взяла. Это много. Учитывая, что да, жакет довольно дорого стоит, и 50% это, конечно, много. Опять скажу о том, что клиент, возможно, не захочет, ну, мало ли, вдруг он сомневается, и он не знает, что будет дальше. Он не станет рисковать такой суммой из-за того, чтобы, ну, вдруг он действительно откажется. Ну, мало ли, что случается. Вот. Но процентов 15-20, это я считаю, что это приемлемая стоимость предоплаты. Обязательно оговаривается то, что предоплата не возвращается, если это происходит по вине заказчика. Обязательно. Ну вот я еще хочу добавить, у нас, например, в нашем опыте мы практикуем рассрочку. Ну то есть вот вы очень верно сказали, что надо подогревать интерес клиента к заказу, то есть регулярно ему присылать там мотивы связали, там эскиз, да, вот уже готов, там, ну то есть вот эти, понятное дело, что эскиз, наверное, в первой половине как выстраивать, но вот тут уже был как бы готов эскиз, по сути, да, то есть вы повторили мастер-класс. Но мы вот практиковали, я помню, с Раисой такой момент, что, в принципе, кто соглашался, мы как бы уже начинали свою работу, и клиенты очень были, ну, во-первых, добросовестные, и все регулярно вносили оплату. То есть мы договаривались на какое-то число, например, в месяц, и они вносили просто предоплату, чтобы им легче было в рассрочку оплатить данное изделие, потому что оно действительно является дорогостоящим, да, то есть кому-то сложно, например, такую большую сумму сразу отдать, и так как изделие вяжется не месяц, а чуть дольше, то можно будет, если что, я думаю, разделить и на какие-то такие, на рассрочку договориться. Но все очень индивидуально, да, то есть в зависимости же и от трудности исполнения изделия, какого объема изделия. Вот, кстати, вы, я насколько помню, 46-48, да, у вас был жакет, а сам заказ, он на какой размер? Вы вязали на своем же манекене или, может быть, что-то... Я удивилась, когда мне пришли мерки заказчицы, объем груди 118 сантиметров. То есть, если размер высчитывается по объему груди, то это 59 или 58 размер. Конечно, мой манекен
ну, никак он не подходил, это надо было на него 10 рубашек одеть, чтобы как-то вот подогнать размеры. Поэтому я обратилась к Раисе вот за советом. Как мне? Может мне рубашку купить? Может мне каким-то материалом обтянуть? И тогда я получила ответ, что вот как раз произошел этот случай с Василием и с Галиной. И Василий передал манекен судьи. И Раиса Петровна мне предложила этот манекен откорректировать под размер моей заказчицы. Вот, конечно, это был очень такой приятный выход. Я очень благодарна Раисе Петровне вам. И почему-то у меня мелькнула мысль, там тоже был размер большой, и мне подумалось, что корректировка, может быть, будет минимальная. Вот. И сейчас, вот на данный момент, мне уже Раиса Петровна прислала фотографию, что уже упаковали, что уже даже трек прислала на посылку, что этот манекен идет ко мне. И, конечно же, он приедет, я его сфотографирую и отправлю заказчице. Конечно, я не знаю, просто я думала над тем, чтобы вязать на своем манекене, потом как-то бока расширять. Там надо и бока, и плечи, и грудь расширять. И для меня это было, во-первых, сильно затратно. Во-вторых, без опыта я не представляла, как я это смогу сделать. Конечно, этот манекен для меня, это вот настоящее спасение. Да, знаете, такая история, трогающая душу, да. Я помню, когда и Василий к нам пришел на эфир, он довел, мне кажется, всех нас тут до слез, женщин, своей трогательной историей. И приятно, что как бы творчество, получается, и Галина в некой степени продолжает жить дальше, да. И кто знает, может быть, потом появится тоже какой-то мастер, которому необходим будет данный размер, да, мы сможем его также подкорректировать и отправить дальше. Вот. Было бы здорово, мне кажется, чтобы дальше это жило. Следующий вопрос такой: кому лучше покупать ниточки, мастеру или самому заказчику? Я так понимаю, если это вопрос, если мастер и заказчик в одном городе, например, находятся, живут, да, они могут съездить в магазин и как бы прям вживую посмотреть ниточки. Мне кажется, это, конечно, хороший вариант. Но вот если так встает, то кто покупает ниточки, мастер или заказчик? Я думаю, что лучше покупать ниточки мастеров. Во-первых, он знает, где можно взять, те же интернет-магазины все, потому что мы периодически мониторим это дело. Во-вторых, мы знаем, с каких ниточек вязать. И мы знаем массу других нюансов, хотя бы то, чтобы не взять из разных партий нитки, чтобы... Кроме того, это затратно по времени. Пока заказчик найдет нитки, пока он их получит, пока он перешлет вам, если вы в разных городах, это, все это длительно будет. Поэтому я думаю, что лучше уж вот сесть, выбрать цвет именно той пряжи, которую вы хотите. Я, кстати, очень много провела времени в интернете, выискивая пряжу. На тот момент я не могла найти белого пеликана. Ничего себе. Его не было ни в одном интернет-магазине, вообще не было. И либо же было недостаточное количество.
И я опять же вернулась к своим ниточкам филодесфози, взяла белый и тоже нашла их в единственном магазине. Я не знаю, что с белым цветом, и мне все отвечали, с Италии поставок нет. Ну вот, нашла. Так что теперь вяжем с белых ниточек. Ну, знаете, мне кажется, в некой степени вам опять же повезло, что это белый цвет, и это не какой-то там градация. Вот я помню ваш жакет, мне казалось, он какой-то очень светленький, тоже беленький, но когда я его вживую увидела, я увидела, что это такой очень красивый лавандовый цвет. А когда там вы прислали мотивы, да, то есть это не так сильно было видно и понятно. Но вживую он, конечно, намного лучше смотрится, просто восхитительно. И вам в некой степени повезло, что белый цвет, потому что это такой очень универсальный вариант жакета, получается. Да, потому что мы с заказчицей обговаривали тоже, вот я пропустила этот момент, обговаривали этот вопрос. Я говорю, цена зависит от размера и от цвета пряжи. Да. То есть, если большой размер, и если темная, черная пряжа, там плюс столько-то процентов, если цветная пряжа, ну, темная, еще меньше процентов. То есть все это вот обговаривается именно в момент вот этого переговоров. Да. Переговоров. Да. А еще очень важно, смотрите, почему именно черный цвет, я так поясню, кто может быть не в курсе, черным цветом вязать сложнее намного. То есть и поэтому за счет этого надо брать чуть больше, потому что элементарно он сложнее. То есть придется под цветом, придется. Вот тут у нас был, кстати, прямой эфир с Олесей. Она сейчас тоже вот на эфире. В YouTube посмотрите, там буквально ролик на 10 минут. Олеся описывает, какие вот нюансы, если вы вяжете черными ниточками, что нужно соблюдать, чтобы не посадить свое зрение, и чтобы вот, ну, изделие вышло качественное. И еще вот я помню, с Раисой делали заказ красного платья. За красное платье тоже, вот красный цвет, поверьте, он довольно-таки сложный в исполнении, потому что он постоянно перед глазами, это яркий цвет, ну, то есть тоже надо вот в такие цвета брать предоплату, то есть либо очень темные и вот яркие, прям сверхяркие тоже отдельно. Это хорошо, что вы это обговорили с клиентом. Возможно, это было тоже как, знаете, такой момент принятия решения, какой же цвет взять. Но мне кажется, белый или бежевый это довольно-таки универсально. То есть это такой классические цвета, и она сможет это сочетать изделия, ну, с большим количеством. Ну, в своем гардеробе она точно сможет его, да, приобщить. Еще вот вопрос, подводные камни или сложности, которые на первый взгляд не очевидны, но с которыми вы столкнулись. Алло. У меня пропал звук. Это я его себе выключила, но мы вас слышим. Просто чтобы вас лучше слышно было, я его выключаю себе. Значит, насчет подводных камней. Вот то, с чем я столкнулась. Когда мне заказчица прислала мерки, сказала, что сняла у мастера, оказалось, что там не хватало 2 мерок. И когда мы уже заговорили с Раисой Петровной о манекене, это выяснилось, и я попросила дополнительно. Я говорю, измерьте сами. Это была высота груди и обхват плеча. Понимаете, если бы не было такой разительной разницы, возможно, я бы не обратила внимания. Но она мне написала высота груди 13 сантиметров. И я понимаю, что обхват груди 118 сантиметров, ну никак не может быть 13, это что, грудь на шее получается 13 сантиметров.
Я ей пишу, что неправильно, и измерьте еще раз. Она мне опять присылает, уже побольше, но тоже что-то не то. Так вот, ну, дошло до того, что я перемерила свою высоту груди, свой обхват, и уже как-то воочию пыталась с помощью сантиметра определить, сколько у нее тот же обхват груди или высота, обхват плеча или высота груди. Потом я пришла вот к какому мнению. Этот вопрос решается тоже очень просто. Когда вам прислали мерочки, те же 118, допустим, обхват груди, 110 обхват бедер, не поленитесь, найдите среди своих знакомых человека примерно с такими же параметрами и измерьте его, чтобы вот эти вот мелкие, да, все индивидуально, но вы хотя бы приблизительно будете знать, потому что если всплывет это уже потом, либо будет плохая посадка, либо же рукав не влезет, рука, да, в рукав, но это ж, я понимаю, что это мне переделывать. Да. Это ее ошибка, но переделывать-то мне. Поэтому вот этот момент тоже надо заранее просмотреть. И еще я бы среди такого у меня не было, но среди вот этих подводных камней я бы назвала вязание на заказ для своих знакомых, друзей, родственников. Там кроется очень много подводных камней. Очень много. С ними надо разговаривать. Еще даже больше. В некоторых случаях даже легче отказаться, чем вы нарушите отношения, те, которые вас связывают. Понимаете? Можно просто сказать, это слишком дорого. Потому что вязать себе в ущерб, я понимаю, вы вяжете не неделю, не две. Вы вяжете несколько месяцев. Вязать себе в ущерб, ну, вроде как, вы чувствуете себя плохо. Чтобы угодить кому-то, даже родственникам, ну, извините, я не возьму за это дело. Ну, мне повезло. Среди моих родственников никто не жаждет носить такие вещи, поэтому у меня как-то с этим вопросом стабильно. Ну вот то, что вот пока на данный момент о подводных камнях, может быть, что-то еще появится, конечно, появится, но я думаю, из любой ситуации можно найти выход. Главное, чтобы вот именно вот с мерками, чтобы подошло, чтобы не переделывать, чтобы сел хорошо, потому что здесь уже даже вот как мы, да, вязали, жилетку связали, мы сняли с манекена и примерили. Да. Здесь не получится этого сделать. Человек далеко. Поэтому вот как-то так. А у меня еще возникла такая идея, наверное, если клиент на расстоянии, хорошо его попросить сфотографировать себя. Ну, то есть, как вот так, то есть повернуться, чтобы объемы хотя бы на фотографии были понятны, да, если там, например, тот же, как вы вот сказали, да, высота груди, чтобы вы увидели. И я помню, что у нас был такой случай, мы делали, правда, манекен, но женщина прислала свои мерки, и мы не поверили, потому что там была очень такая довольно-таки узкая талия, и были очень широкие бедра. И мы подумали, что она что-то неправильно, ну, смерила. То есть там где-то была ошибка. И мы попросили ее вот сфотографировать себя
ну так деликатно, что типа вот нам надо, в общем, и она сфотографировала себя, мы просто не стали ей говорить, что мы там ей не верим, вот, мы просто попросили сфотографировать, и когда она сфотографировала, мы действительно убедились, что у нее очень просто объемные бедра, ну такая прям фигура, ну как груша, да, нет, это песочные часы были, но прям вот очень объемные бедра были. Она безумно женственная, очень красивая, но мы тогда ей просто предложили не делать юбку классику, а сделать чуть-чуть расклешенную, потому что классика бы ей просто не подошла, ну, по фигуре ее, то есть ей нужен был чуть-чуть расклешенно, не сильно, и вот мы тогда и манекен, я помню. То есть иногда выход, если вы там далеко с клиентом, это вот выход из такого положения, хорошо бы иметь его фотографию и понимать, да, вот объемы именно в фотографии тоже, в том числе, мне кажется. Если, кстати, есть у вас вопросы в YouTube, вы нас сейчас смотрите или в Телеграме, пишите, мы читаем ваши комментарии. Скоро уже завершаем наш прямой эфир. Альбина, а может быть, есть еще, чем бы вы хотели поделиться с мастерицами? Вот какой опыт? Знаете что, мы пропустили такой очень животрепещущий вопрос, как подсчете стоимости. Угу. Конечно, кто вяжет первый раз, очень трудно сориентироваться. Очень трудно. Поэтому я, допустим, цену назвала на обум. Угу. Она получилась немного ниже, чем хотелось бы, но, тем не менее, довольно приемлемая. Соответственно, если будет, допустим, следующее изделие, я уже буду называть цену гораздо выше. Дело в том, что я уже сказала, что вы берете предоплату. У меня она пошла на закупку пряжи. Сюда же относится, это уже расходы идут, сюда же относится использование крючка, амортизация так называемая, крючка, аренда манекена. Даже если у вас с заказчиком одинаковый размер, вы используете, допустим, свой манекен, но вы берете за него аренду. Аренда манекена. Кроме того, не поленитесь, посчитайте, когда вы вяжете, утреннее, вечернее время, кто-то ночью вяжет, электричество. Вы стираете мотивы, вы должны посчитать воду, вы должны посчитать моющее средство, вы должны посчитать использование, ну, утюг, парогенератор, это в электричество относится. Все это плюс пуговицы, которые вы закупаете, плюс какой-то товарный знак, или же бирка, или же еще что-то, плюс упаковка самого, плюс доставка. Кроме того, если вы покупаете пряжу через интернет-магазин, вы должны сюда включить стоимость заказа, пересылки пряжи. Если вы покупаете где-то по месту, в городе, допустим, вы объехали несколько магазинов, и вы нашли там в 5-6 эту свою пряжу, то вы сюда должны, едете на автобусе, включайте сюда стоимость билета, включайте сюда стоимость вашего времени. То есть вот эти мелочи, ну, кто-то считает, кто-то просто прибавляет там определенную сумму. Вот, это все входит в расходники. Все это я включила в предоплату. В интернете, к сожалению, очень мало информации о расчете стоимости ирландского кружева.
но вот несколько способов я все-таки нашла, и наиболее для меня приемлемый оказался такой. Так как мы вяжем не один месяц, именно месяц, я не стала рассчитывать по часам. Я взяла, просто это удобнее. Вы берете сумму, минимальную зарплату вашего региона. То есть не вашего региона, а региона, куда отправится заказ. То есть если вы живете в деревне, естественно, у вас будет минимальная зарплата одна. Если вы делаете заказ на Москву, на Санкт-Петербург или на крупные города, там минимальная зарплата другая. Естественно. Вот я говорила про те 4 месяца. Допустим, я рассчитывала, что я свяжу жакет за 4 месяца. Я беру минимальную зарплату региона за 4 месяца. Прибавляю сюда все расходники, и это получается, вот это все, это получается себестоимость вашего жакета. То есть это минимальная цена, за которую можно, ну, допустим, родственнику уступить. Но это себестоимость. Плюс добавляется сумма оценки именно моей работы. Конечно, если вы не можете оценить себя, ну, я думаю, что каждый мастер уже критически к себе относится. Я, допустим, вяжу аккуратно, я вяжу, то есть я признала то, что свои достоинства, и я могу сказать, что я свяжу, и элементы там, и сеточка, они будут, если даже что-то не так, я это переделаю. То есть я ответственно отношусь. Почему бы я за это не добавила цену? То есть сюда добавляется вот именно оценка своей работы. Вот мы считали, у нас была конференция в чате жакет, мы посчитали, у нас получилась себестоимость нашего жакета 73 тысячи. Да, кто-то скажет, что и 73 тысячи это много, но я, допустим, придерживаюсь, мне очень нравится высказывание Коко Шанель о том, что ручная работа – это роскошь, и ее может себе позволить не каждый, а тот, кто хочет, он либо делает это сам, либо платит достойную зарплату мастеру. Так что на каждое, ну не на каждое изделие, но есть люди, которые хотят это купить, которые могут это купить, и их достаточно много. Просто мы вращаемся не в том кругу. Согласна. Есть другие люди с другими достатками. Да. И надо выходить именно на ту платформу, чтобы что-то вот достойно продавать, вот именно надо именно выходить на ту платформу. Поэтому я очень порадовалась тогда за Надежду. 3500 евро – это, по-моему, очень хорошая сумма. Вот. Как-то вот то, что касается, и мне кажется, но опять же, этот метод тоже несовершенен. Вот представьте себе, если человек вяжет, да, он же с опытом, он вяжет быстрее. Да. Он, получится, свяжет не за 4 месяца, а за 3 месяца. И при этом получается, что его себестоимость жакета упала, Да. снизилась. Хотя наоборот, да, должна прибавиться цена. Вот этот нюанс тоже
надо как-то его сдвигать в другую сторону. Вот это то, что касается вот именно. И мне вот больше нравится именно такой расчет. Ну, я думаю, что на первых порах это правильный, интересный даже такой формат. Если честно, я впервые такой встречаю, но он такой очень скрупулезный. И, возможно, это хорошо на первых этапах все эти нюансы, вот о которых вы обговорили, даже электричество, воду, там все это посчитать, чтобы просто понимать, да, себестоимость всему этому. Насколько я знаю, что опытные уже, когда мастерицы, и мы в том числе, мы просто делали именно по метражу провязанному. То есть либо это метраж провязан, ты уже рассчитываешь, понимаешь, ага, либо это провязанные граммы, но тут еще есть коэффициенты. Есть коэффициенты простых мотивов, коэффициенты сложных мотивов, коэффициенты маленьких мотивов. То есть нужно понимать, что, например, в той же пуговке метров больше. Ну, то есть она наматывается, но она простая. И там вы уже, когда составляете эскиз, ну, это уже когда вот такая, знаете, некая творческая у вас есть составляющая, то есть вы еще за эскиз берете, за сколько эскиз вы, сколько раз вы переделывали эскиз, может, вы с клиентом вроде все обговорили, вы создаете эскиз, а он вообще кардинально меняет всю идею. И что, ну, то есть эскиз-то был продуман, и он создавался там, ну, очень скрупулезно. Я думаю, что вы представляете, как эскиз именно вот этими мотивами, это довольно-таки сложно проработать и продумать. То есть это тоже надо будет обговаривать с клиентом, что лучше вот на берегу договориться обо всем. И потом, конечно, со временем, вы правильно, Альбина, заметили, что вы же можете вязать потом со временем быстрее, и что, как получается, что стоимость что ли падает, можно будет перейти, уже зная все вот эти нюансы, просто для себя создать коэффициент. То есть вы сейчас свяжете это изделие, обязательно его взвесьте, обязательно посчитайте, сколько метров у вас ушло. Вы понимаете, это столько-то метров, столько-то грамм, это такой-то примерно размер, эскиз уже определен. И вы уже свои коэффициенты будете потом записывать и высчитывать. То есть вам уже не нужно будет считать все там, например, свет, газ, вот это все вот это. Вам не нужно будет это считать. У вас будут свои коэффициенты. Просто когда их нужно наработать, и вы правильно сделали, хоть от каких-то цифр вы уже начали, отходить, да, то есть вот какие-то понимания. Я просто вот первый раз слышу, чтобы брали именно зарплату региона, но это очень интересное решение, безумно креативное, вы такая молодец. Но вот у нас именно в студии, как Раиса, насколько я знаю, она именно либо по метрам, я не помню, либо по граммам, но нужно от чего-то отходить, да, то есть от чего-то отсчитываются эти коэффициенты, от чего-то отсчитываются эти там граммы и так далее. То есть вы сейчас свяжете, обязательно взвесьте изделие. Прям сфотографируйте, запомните, ага, это вот столько времени я потратила, столько нитей, да, именно метров, и столько-то грамм. И вы потом будете сами отходить и как бы понимать. Во-первых, вы можете так после каждого своего изделия фиксировать вот эти показатели и понимать, что, например, время уменьшается, там, например, нити то же самое, граммы то же самое осталось, но время уменьшилось, значит, ваш скилл растет, да, то есть ваш профессионализм в этом растет. И за это тоже надо брать оплату, потому что вы еще более профессиональны в своем действии. Или, например, вы сейчас возьмете, освоите новые мотивы из мастера, а они гораздо сложнее, извините, там коэффициент тоже нужно будет за это прибавлять, потому что в жакете все-таки они попроще. А если вы еще свой какой-то индивидуальный эскиз будете составлять из новых мотивов, то есть это тоже надо будет учитывать в общей стоимости. И вы правильно сказали, все нюансы и про упаковку, это да, но ни в коем случае, я так на будущее среди нас тут, не пишите это клиенту. То есть клиенту лучше говорить конечную уже стоимость, чтобы он не знал, что вы там все туда включили. То есть лучше уж вот последнее, так сказать, слово. Или, например, вилку какую-то ему говорить минимальная, но если там вы, например, даете какие-то ниточки более сложные, там черный, красный, еще какой-то цвет, то тут коэффициент там на столько-то умножается, чтобы клиент сразу понимал. Но от чего-то исходить нужно. Я думаю, что вы интересную схему предложили. Она очень гибкая, да, для каждого, я думаю, региона будет полезна, потому что действительно, даже мы, находясь там страна большая, очень много городов, разные возможности и разная минимальная оплата, это да. Еще вот хотела озвучить.
Конечно, можно всегда посоветоваться с мастерицами в чате. И да, мне очень нравится, что, во-первых, вы наконец-то себя цените, и вы заметили, что вы восхитительный мастер, вы классно вяжете, вы очень аккуратно вяжете, и это тоже надо ценить и учитывать. И еще вы правильно заметили, что конечно, когда вы в своем кругу общаетесь, вы даже не замечаете, что вы делаете, возможно, что-то уникальное, и это стоит дорого. И надо действительно выходить из зоны комфорта, но вот сейчас, благодаря интернету, это возможно. По сути, это был просто какой-то пост в какой-то группе, но интернет нам дает эти возможности, он дает возможности выйти за круги своего общения и не по сарафанному даже радио получать первые заказы. То есть, но нужно обязательно фотосессия, хорошие качественные фотографии при хорошем свете, ну хотя бы даже не с профессиональным фотографом, но хотя бы вот, чтобы вы процесс где-то, чтобы выставлять, о себе рассказывать. Когда вы будете в своей каморочке сидеть, ну, мало о вас кто будет знать. И вот надо вот немножко себя преодолеть, да, там, пойти сходить, сделать фотографии, хотя бы прислать их нам, чтобы мы их выставили. Уже ладно, мы найдем, куда выставить, чтобы о вас рассказать, не знаю, выйти в прямой эфир, рассказать, поделиться своей историей, да, как вы, в принципе, и делали, Альбина. И я, вижу, что это вас просто и привело к результату. Вы постепенно это делали, эти рекомендации, вы сделали фотосессию, мы ее использовали, да, эти фотографии, мы разместили рекламу, и вот он заказ. Оно так и работает, то есть вы выходите из своей зоны комфорта, и поверьте, оно так и есть. Если у вас есть как бы что дать этому миру, обязательно есть тот человек, который хочет это взять. И да, возможно, он не в вашем близком общении, и это нормально. Мы свой первый заказ техники ирландского кружева, напоминаю, получили тоже по сарафанному радио, но от человека, которого мы никогда в жизни не видели. Мы пошли, сделали фотосессию всех работ. Это не были работы в технике ирландского кружева. Это были, в принципе, все работы, вязаные крючком. Мы сделали эту фотосессию, просто сделали рассылку по всем знакомым, написав письмо о том, что мы принимаем заказы в технике ирландского кружева. И через неделю мы получили свой первый заказ. У нас был минимальный опыт, у нас не было ни одной социальной сети оформленной, у нас не было сайта, у нас не было, не знаю, чего-то там, упаковки какого-то супер-мега громкого бренда. То есть ничего этого не было. Была просто фотосессия, чтобы хоть что-то зафиксировать. И рассылка по знакомым, да все почты, какие только нашли, всем разослали. И тут же первый заказ. То есть, пожалуйста, верьте в себя. Если вы качественные вещи делаете, я уверена, клиенты найдутся. То есть тут ваше желание уже. А хотите ли вы вязать на заказ? Потому что это уже другой вопрос. Согласны? Если есть вопросы, можете писать в YouTube, можете писать в Telegram. Альбина, есть еще что вы бы хотели озвучить для мастериц? Хочу в качестве напутствия сказать для тех, кто собирается вязать, цените свой труд. Не обесценивайте, пожалуйста. Я когда-то на ярмарке мастеров увидела наш жакет, который продается. И стояла цена 25 тысяч. Что? И его никто не берет. И мне так обидно стало. Понимаете? Его не берут, потому что цена маленькая, и это подозрительно, если честно, вот как это выглядит. Да. Я тоже так подумала. Мне очень стало как-то нехорошо, прям обидно за мастерицу. Я настолько труда положила туда, настолько, я не знаю, это очень низкая цена. Да, я даже, мне сейчас тоже обидно, потому что гораздо больше мы вложили туда, и мастерица тоже вложила, я не понимаю, это вот действительно некая история обесценивания себя и своего труда. Вот это надо как бы пресекать. И поверьте, он не продается не потому, что он дорогой, он не продается потому, что он по факту дешевый. И вот у человека, который ценит изделия ручной работы, у него может возникнуть абсолютно естественный вопрос: а почему так дешево? С ним что-то не так, понимаете?
я не знаю, как это объяснить. Во-первых, всегда есть вот эта градация цен. Мы пример для себя представляем, вот там я отношусь к этому сегменту или к этому сегменту. Я вот сама даю консультации, ну вообще не касаемо нашей студии, но вот я заметила, что когда у меня были вот эти 3 ценовые категории, никто никогда не брал самый дешевый тариф. Все брали только тариф VIP, то есть самый дорогой. И тогда до меня дошло, походу придется уже повышать цены. И я повысила, и представляете, и все равно приходили на VIP, и приходят до сих пор на VIP тариф. Хотя там консультации довольно-таки дорогие, они стоят по 15 тысяч. Но люди, с сегментом которых я работаю, они готовы за хорошие, качественные знания платить эти деньги. Не обесценивайте себя, пожалуйста, не обесценивайте. Это вот ни в коем случае. Тут есть вопрос на YouTube от Натальи. Сколько нового интересного? Спасибо. У меня вопрос. Изделие можно собирать сеточкой прямо на манекене? Это вопрос. Можно, получается, вы уже будете делать выкладку мотивов и будете собирать сеточкой. Естественно, я так поняла, что человек не сильно близко знаком с ирландским кружевом. Поэтому, да, после того, как манекен будет у меня, я сделаю раскладку, закреплю все, зафиксирую все иголочками и начну собирать сеточку именно на манекене. Да. Ворочая его, находясь и сзади, и спереди, и над, и под ним, ну, как всегда. Я вижу, что там кто-то написал, что нет ссылок на вот боты. Пожалуйста, закройте просто вот комментарии на крестик и вот откройте описание видео. И вот все ссылочки, они здесь есть, я проверила. Все есть. Ну и в любом случае сейчас завершим эфир, и там эти все ссылочки останутся. У нас через неделю, скорее всего, мы объявим про вот этот марафон. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-бот по новостям, чтобы не пропустить о бесплатном марафоне. Будет набор на мастер-класс «Жакет». Собственно говоря, о нем вот сегодня тоже говорили. Альбина, может быть, есть у вас последние такие слова напутствия, еще мастерица напоследок? Я думаю, что мы можем завершать наш прямой эфир после. Я всегда говорю своим мастерицам, будьте открыты друг другу, будьте открыты этому миру. И все оно, ну, закон мирового никто не отменил. Как вы относитесь к обществу, так и общество относится к вам. Как вы относитесь к своим, так сказать, коллегам, соратникам, так и они относятся к вам. Я к тому, что будьте открыты в чате, будьте открыты на эфире, будьте открыты в личных сообщениях. Чем больше у нас с вами взаимодействия, тем легче будет процесс. И тем больше у нас возникает вот этого притяжения. Алло, вы меня слышите, нет? Да, Юзефа. Юзефа, да, слышим вас. У меня такой вопрос к вам. Вот, скажите, а вот я манекен еще не открывала, вот недавно открыла, и как его использовать? Я вот прямо так вот, без никакой стойки, без ничего, я первый раз такое изделие вижу, поэтому не знаю как. Или где-нибудь покупать надо эту подставку под него, чтобы одеть его в этот манекен. Или что, я не знаю даже. Нет, Юзефа, никакой подставки не надо. Вы его поставите на стол или где, куда вам удобно. Или положите, вам разместите на нем элементы согласно вашей конструкции, там, композиции, что вы вяжете. Вы разложите все элементы. Вы закрепите все это иголочками. И потом вы будете на нем вязать. Я вяжу, сидя на диване. У меня манекен. Потому что я где-то некоторые, что показывают, и надо
уже наколотые элементы и на подставке. Он стоит прямо на полу, и такая подставка на нем одета. Он, вернее, одет на подставку такую, и Вам неудобно будет на нем вязать сеточку, потому что он стоит вертикально. Вам это будет наклоняться, если это где-то внизу, либо же стоя вязать, если это где-то сверху. Поэтому вы кладете, можете на колени положить, можете справа, слева положить. нет, Можете сеточки когда Можно сказать? Здравствуйте всем, это Раиса. По поводу подставки на манекен, если вы видели, это просто манекены, называется классик. Это с нижней насадкой. И она получается у вас как подставка. Но вяжете вы все равно на верхней части, естественно, как и сказала Альбина. Просто на коленках, на диване туда сидите. А это просто подставка, на которой одевается верхняя часть. понятно. Спасибо. для демонстрации. Понятно. Ну что, дорогие, я вижу, что вопросов в YouTube точно уже нету. Я думаю, что мы можем завершать прямой эфир. Уже больше часа мы в эфире. Альбина, спасибо большое, что вы пришли сегодня к нам на эфир, вы поделились своей историей. Я думаю, действительно, вы задели очень такую важную тему для мастериц. Сейчас мало кто говорит, да, о стоимости, почему, я не знаю. Ну вот, здорово, что вы открыто так рассказали то, как вы посчитали, да, то, с чего вы начали свою историю. Я думаю, что для многих это было здесь очень важно и полезно услышать. Спасибо большое, что присоединились к эфиру. Анжелика, подожди, у меня есть вопрос, значит, к Альбине. Почему, Альбина, вот вы думаете, что если вы за 3 месяца его свяжете, то упадет ваша самооценка там или упадет? Мне кажется, наоборот, это превысит. И мне кажется, что если вы за 3 месяца свяжете, то надо сумму за жакет поднимать. Значит, вы матер. Елена, мы это и сказали, да, конечно, что коэффициент потом растет за счет вашего профессионализма, мы это и сказали, но от чего-то отходить нужно, и вот как я порекомендовала, лучше зафиксировать все вот эти показатели, длину, граммы, время, и потом вот просто видеть, как, во-первых, ваш профессионализм растет, время уменьшается, но граммы там, понятно, длина остается то же самое, и за это уже просто рассчитать. О, я вижу, что еще Олеся поднимает руку. Ну, мне кажется, 100 тысяч можно было бы взять, или 150. Да. Ну, конечно, если... Олеся. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Альбина. Я вообще, конечно, под таким впечатлением от вашего рассказа и от вас. И я думаю, что нужно, наверное, прежде всего быть самому, как вы говорите, да, открытым, умеющим принимать решения в короткий срок, да, как определиться и со стоимостью, и с пряжей, как и клиент, тогда, наверное, будет тоже такой более стабильный какой-то. И, наверное, вот эта вот стоимость, может быть, назначить стоимость, правильно я поняла, что можно, например, назначить стоимость, а потом разделить на количество месяцев, которые ты делал жакет, и соотнести вот эту стоимость месяца своей работы со средней зарплатой, например, региона. Вот такой, например, вот я связала жакет за 40 тысяч, вязала его я 4 месяца, например, я просто привожу пример. И что моя зарплата 10 тысяч, это нормально в месяц, если я вяжу 6 часов, может быть, это вот соотнести можно, как проверить себя. Вот. И еще у меня такой, как бы не то, что вопрос еще такой, можно ли предложить клиенту оплатить 50%, например, на этапе выкладки? Сказать, что вот большая часть работы уже связана, элементы связаны, остается дело за малым, за сеточкой, ну, договориться, естественно, заранее, да, при
сделки, как бы как оформление вот этого заказа, что 50% вы заплатите, когда будет выкладка на манекене, чтобы уже хотя бы работу элементов свою получить стоимость. Как вы считаете? Вот. Да, конечно, наверное, это надо было обговаривать. Это вот тот же вопрос, который Анжелика говорила о рассрочке. То есть это все надо было обговаривать. Но говорю, что на тот момент первый заказ по ирландскому кружеву я вот именно эти моменты я упустила. Я о зарплате сказала, а о общей сумме сказала, а вот о промежуточных этих суммах почему-то вот не додумалась я. Конечно, на будущее я уже буду иметь. Альбина, это опыт, который вы получили для всех нас. Представляете, как это драгоценно? Еще все люди, еще кто посмотрит записи, то есть вы такая молодец, что вы делитесь этой информацией. Вы действительно опыт вот для всех. Мы сейчас все сели с блокнотиком и записали по пунктам, что именно, какие нюансы, подводные камни, что уточнить. Вот момент переговоров, самый первый, это важно обговорить. И действительно, как хорошая идея от Олеси была, мы фиксируем себе, да, что здорово будет в следующий раз взять 50% уже, когда вы будете выкладывать мотивы. Олесь, простите, вас перебила. И еще я бы, Да. Анжелика, еще вот последний буквально, наверное, надо еще будет вести какой-то дневничок, в котором все записывать, из какой пряжи, как это все получилось, какой размер, какой срок. Вот это записать, чтобы прямо, знаете, вяжешь, например, ту же шапку, а сколько петель набирала, не помнишь, но я грубо говорю, чтобы каждый заказ свой как-то описывать где-то, чтобы запомнить. Да, я вязала из такой пряжи, вот так-то, так-то у меня получилось. Из вот этого я вязала, ну это вот, это мои мысли, мои размышления уже по поводу заказов. Да, согласна. Это Наверное, хорошая тоже. идея. Да, еще надо включить, сколько стоит элемент в студии. Не у Альбины, а в студии. Сколько стоит элемент и сколько этих элементов навязано. Тоже это все надо умножить и довести до большей суммы. Я думаю, что это, знаете, как амортизация с крючком может работать, потому что это же вы вкладываете в свое обучение. То есть я знаю мастериц, которые, например, вяжут сразу на заказ, находят себе заказчика, говорят, вот я тебе вот это свяжу, оплати мне обучение, материалы и манекен, и по сути выходит, ну, бюджетно для такого изделия. И есть такие кейсы, когда так заказчики соглашались на это. Кто-то это был родственник, чтобы помочь, например, вложиться, да, в хобби там мамы или бабушки, почему бы и нет. Вот, и получается, что все, да, действительно нужно обязательно фиксировать. Я согласна с Олесей. Еще я видела, что Ольга... Здравствуйте. Здравствуйте. Всем большой привет. Я хочу поделиться своим опытом. Я каждое изделие, которое вяжу, не только ирландское кружево, и крючком, и спицами, все записываю. Вот делаю небольшой так этот самый, как это, образец, меряю его, стираю его, записываю, почем пряжу покупала, из чего состоит пряжа, метраж, все записываю и рисую, что я буду вязать из него. Вот. Это раз. Это очень помогает. Даже вот я сейчас вяжу мотивы, я беру клубок, и я записываю, сколько с одного клубка, вот Дэнди, я связала мотивы и какие именно. Это очень помогает, чтобы уже знать, что мне надо и сколько клубков. Это второе. Третье, я где-то на просторах интернета нашла раскладку, как нужно оценивать труд вязальщицы. Я даже где-то скачала, у меня где-то есть этот прайс. Вот. Но там тоже вот по регионам, какая зарплата у меня, допустим, была вот на последней работе. В среднем я получаю 2000 за 8 часов работы. Вот из этого нужно исходить. 2 часа в день. Вяжу я, допустим, ну не целых 8 часов, а иногда даже больше, как сядешь, смотришь уже вечер. Как день прошел, неизвестно. Вот. Из этого нужно исходить. Вот если я найду, я сейчас
посмотрю у себя в закладках, где этот край, который расчет этот. Не надо обесценивать свой труд. Я вот Альбину тоже как-то заходила давно, еще когда только связала жакет, посмотрела на выставке мастеров. Там был тоже жакеты очень дешево. Я посмотрела, думаю, боже мой, как столько труда вложено. И просто думаю, жалко, лучше пускай будет у меня лежать, чем я продам за такую сумму. Но у меня все лежит, я еще ничего не продавала. Вот. Да, надо твой труд ценить. Почему? Потому что даже вот любая, заходишь в магазин вот сейчас, рубашка не связана, а просто-напросто сшита. Это на полдня работы сшить ее. Она стоит 6 тысяч, самая дешевая. А это ты вяжешь, душ укладываешь, все это. И за такую цену продавать это нереально. Это свой труд себя занижать. Вот. И потом будешь с плохим настроением ходить. Так что, девочки, цените себя, цените свой труд. Покупатель всегда найдется. Как говорится, на всякий товар находится свой покупатель. Вот я, пожалуй, я все сказала. Всем добра, счастья, мира. Спасибо. Но 2 года тому назад, когда я шла на занятия к Раисе Петровне, а я видела цену, что за жакет ставят, что жакет стоит 70 тысяч. Но сейчас-то цены поднялись. Если взять на даче, я лист полипропилен на теплицу брали за 1200, а сейчас он стоит 4000. То есть сейчас цены на жакеты, они тоже поднялись. Обучение чего стоит, и работа, и свет, и все. Надо поднимать цену. Надо делать как... Так, это скользко. На манекене на ней поставить, показать, разложить. Хочешь потом сказать, что цена поднялась. Хочет, она всяко разно захочет. Она должна уважать труд ручной. Елена, я думаю, что это, во-первых, решать Альбине, а во-вторых... Альбина, давайте мы решим это, с ней поговорим. Елена. Давайте по-другому. Альбина, я работала социальным работником. Я брала с людей деньги. За работу у нас процент. Сейчас я в таком положении, что мне нужен соцработник. Я сама за всю работу за месяц, я сама пишу акт на компьютере. И как бы соцработник не соглашается со мной, а я не занижаю, а завышаю ее работу. Я по справедливости. Так бы я хотела взять. И поэтому я ценю свою работу соцработника, свою девочку ценю, и я ее не обманываю. Она достойна получать те деньги от меня, какие я бы брала с клиента. Со мной легко работать. Вот. Ну и также, конечно, я таких хотела клиентов иметь, которые бы уважали, ценили труд. Да, Елена, согласна с вами, но я считаю, если цена озвучена, то честно будет исполнить все, так сказать, заранее оговоренные. У вас тогда голова болела, и вы просто-напросто хотели, не думали, не соображали. Вы были под каким-то другим настроением. А сейчас вы прозрели. Могли на вас повлияли. Давление. У вас разбегутся все клиенты. Не разбегутся, наоборот, сбегутся. Мы услышали. Елена, мы вас услышали. Ну что, дорогие, давайте завершать прямой эфир. Я очень рада, что... А можно еще? Да. А можно еще одно слово на прощание, так сказать, на нашей встрече закончить? Нам надо вообще это сделать именно таким образом рекламу для наших мастериц и сразу же
Это называется красивая упаковка. Упаковка и та сумма, они должны привыкнуть, заказчик, к этой сумме. Естественно, она должна быть озвучена изначально. Тогда будут уже, можно попробовать, чтобы у нас вот был такой вот, не знаю, Договоренность между мастерицами, всеми по ирландскому кружеву. Мы не ставим ниже вот этой планки. Нет, я имею в виду на изделия, которые мы предлагаем, чтобы мастерицы связали на заказ. И за тех мастериц, которые у нас есть, мы, естественно, можем давать гарантию и также давать свою серебряную монету. Раиса Петровна, вообще-то так уже и делается. Мы регулярно постим в Нельзяграме мастериц наших. Если мы не готовы, к нам регулярно пишут, про заказы. Если мы не готовы брать, а мы, если честно, у нас работа на полгода вперед расписана. Вот сейчас есть там клиент, которого мы отодвинули на осень. Вот будет ждать, не будет, непонятно. Но у нас нету возможности сейчас брать заказы. Мы отправляем к мастерицам, которые прошли наши мастер-классы. То есть это и так работает. Это и Вот так я работает. и говорю, что надо Просто мы это не отправлять делаем мастерицам. сильно обширно, потому что когда точечно приходит, мы точечно отправляем к тому, кого мы точно знаем, за кого мы ручаемся, за качество клиента, которого мы вот понимаем, что этот мастер, он, во-первых, выполнит этот заказ, потому что мы видели качество исполнения. То есть, абы кому мастерица, которая только-только к нам пришла, мы не отправим. Мы отправим только если мы с ней давно сотрудничаем, мы видим ее результаты, она прошла не один наш мастер-класс. То есть это, мне кажется, естественно и понятно, и так. Я думаю, что все равно можно продолжить этот проект именно по рекламе. Так это и делается. Очень так. Приходите чаще на эфиры, будете знать, чем мы занимаемся. Да нет, я не против, я всегда это с вами. Мы регулярно это делаем. Нужно понимать, что вопрос... Посмотреть, сколько вообще у нас мастериц хочет взять заказ. То есть сначала это другой надо вопрос. определиться с теми, кто может и хочет взять заказ. И от этого можно будет устраивать какую-нибудь Это не совсем... рекламу и Я понимаю, да, я поняла, о чем ты. Хорошо, мы это обговорим, просто я говорю, мы уже это делаем. Я тебе потом расскажу подробнее, хорошо? Не сейчас на эфире, давайте завершать эфир. Он очень затянулся. Альбина, спасибо большое, что пришли на эфир, поделились, вы подняли очень важную тему, я думаю, для многих, и многим было интересно, да, сегодня и полезно в первую очередь слушать, записывать, что, как. Потому что, да, конечно, наш акцент в студии все-таки на обучение, по большей части, потому что мы должны передать вам навык. А дальше вы уже идете как мастер, то есть нужно понимать, что любая продажа, любая работа, она заключается в нескольких этапах. Это ваша структура, ваше оформление, самозанятость, ИП, что там, да, то есть чтобы это было официально. Вы должны понимать про маркетинг, как он устроен, что очень важно вкладываться в упаковку. Мы как бренд тоже вкладываемся в упаковку, товарный знак, фотосессии, регулярное ведение социальных сетей. Поэтому к нам и приходят как бы клиенты, понимаете? Очень важно, как вы выстроили эту воронку продаж, как вас находят клиенты, как вы упакованы. Но, пожалуйста, хотя бы начните с фотосессии. Хотя бы даже не с профессиональной фотосессии у фотографа, хотя бы фотографируйте мотивы, которые вы сделали как-то красиво, не знаю, на красивом, может быть, ткани, при хорошем освещении от окна. То есть, пожалуйста, делайте это, фиксируйте вашу работу и ваш труд, и поверьте, даже если вы просто в своей социальной сети, неважно где, начнете рассказывать, чем вы занимаетесь, будете открыты этому миру, поверьте, вот так вот, когда вы эту открытость, делаете, да, для мира, рассказываете, я вот люблю то-то, то, я делаю это с удовольствием. Вот только на это и приходят как бы запросы, о, я тоже хочу, вот чтобы вы мне это сделали. То есть не бывает так, что вы сидите в своей ракушечке, что-то создаете, творите,
и оно вас нашло, и вот сейчас вам заказ на 100-150 тысяч свалился, и вы радостны от этого. Это не так работает. Сначала хотя бы расскажите, чем вы занимаетесь, показывайте это на регулярной основе, фотографируйте. Я уверена, что даже для Альбины это был действительно такой некий шаг, пойти устроить себе фотосессию, вложиться в эту фотосессию и временем, и средством, и вообще, ну, то есть настроить себя, да, сделать эти фотографии, писать нам, познакомиться с нами, учиться у нас, общаться, выходить в прямые эфиры. Это же ее активность, мы ее заметили и начали везде вот просить: Альбина, придите вот здесь, а можете куратором быть здесь? То есть она была открыта миру, она рассказывала, и она делала то, что ей нравится. И вот поэтому как бы у нее нарабатывается теперь такой опыт, как работа с клиентами. То есть это не работает в одну сторону, то есть не сидите, не ждите ничего, пожалуйста, но не сваливается с неба. Мы тоже работаем очень много и каждый день, по чуть-чуть. Но обязательно это транслируйте, обязательно об этом рассказывайте, ну хотя бы вот на нашей площадке. Мы же готовы, если вы изделия вяжете, если вы хотите, чтобы мы о вас рассказали, у вас красивые, достойные изделия, хорошего качества, приходите, мы сделаем о вас эфир, мы сделаем о вас рекламу. Нам не сложно, нам даже будет очень приятно с вами познакомиться ближе. Просто вот эта открытость, это действительно очень важно. Спасибо большое, что пришли на эфир. Я надеюсь, что мы увидимся с вами через неделю, также здесь, в телеграм-канале Delay Studio, либо на YouTube смотрите нас. Подписывайтесь на нашего бота, чтобы не пропустить бесплатные мастер-классы и запуск нового потока по мастер-классу Жакет. Спасибо, что пришли на эфир. Если бы вы не пришли, эфир бы не состоялся. Все, что мы делаем, это для вас и благодаря вам. Берегите себя. До свидания.